Для вязания нам необходимо набрать такое количество петель, чтобы оно делилось на 4. То есть, например, 12 петель. Либо 16 петель плюс 2 кромочные. Я наберу 12 петель для образца. Можно набрать на 2 спицы, можно набрать на 1 спицу, как вам больше нравится. Если набираете на 1 спицу, то набирайте достаточно свободно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 петель. Первую кромочную я провязываю. Лицевой можно изнаночной, как удобно. Для того, чтобы край был стабильным. Вот видите, я затягиваю кончик, и вот эта петля постоянно не вытягивается, и край тоже стабильный. Во всех остальных случаях первую кромочную петлю я буду снимать, как обычно. И вяжем резинкой 1 на 1 несколько рядов. Вот это лицевая сторона резинки. Вот эта сторона изнаночная, вот с такими узелками, она должна у нас сейчас быть как бы на лицевой стороне, потому что этот узор, он образуется на изнаночной стороне. Итак, приступаем к вывязыванию узора. Первую кромочную мы снимаем, вот она снята. Из следующей петли нам нужно вывязать 3, то есть из одной петли мы вывязываем сейчас 3. Вставляем правую спицу в петлю, захватываем рабочую нить, с левой спицы эту петлю не скидываем, делаем накид, снова сюда же вставляем спицу правую, петля, скинули с левой спицы петлю, далее мы вставляем правую спицу в 3 петли за стенки, которые сейчас смотрят на нас. Ничего не разворачивая, не поворачивая. Из 3 вывязываем 1 изнаночную. Скинули. Далее из следующей петли также провязываем 3 лицевые, лицевая, накид. Сюда же вставляем спицу, лицевая, скинули с левой спицы. Далее из 3 мы вывязываем 1 изнаночную. Скинули. Далее из 1 вывязываем 3, накид, еще сюда же 1, 3. Далее вывязываем последние 3 петли изнаночной, то есть из 3 петель изнаночную, и кромочную, либо всегда изнаночной вы ее провязываете, либо всегда лицевой. Следующий ряд кромочную мы снимаем, и все петли, которые у нас сейчас на левой спице, мы провязываем изнаночными. За вот эту крайнюю стенку, которая на нас смотрит, мы вывязываем изнаночные. Ничего не разворачивая, не поворачивая. Петли я имею в виду. Все петли изнаночные. Готово. Разворачиваем наше вязание и продолжаем вязать. Снимаем кромочную петлю и сейчас смотрим. Изначально мы вывязывали из первой петли 3, вот они 3 петельки, 1, 2 и 3. Далее идет, вот она, из 3 мы вывязывали 1 изнаночную, то есть на той стороне, видите, она как бы одиночная. Вот так вот, если потянуть, то их видно. Вот из этих 3 петель, вот они, вот из этих первых 3 петель мы вывязываем сейчас 1 изнаночную. То есть как бы у нас вот эти вот объемный узор чередуется в шахматном порядке. Вот она одиночная стоит, из нее мы сейчас вывязываем 3 лицевых, 1 лицевая, накид, и сюда же еще 1 лицевая. То есть накид как бы тоже лицевой.
Далее из 3 мы вывязываем, вот они, видите, 3 как бы встроенные петли, то есть они неразлучные. Из 3 мы вывязываем 1 изнаночную. Готово. Из вот этой как бы одиночной мы вывязываем 3 лицевых. Вывязали. Снова из 3 1 изнаночную. И вот из последней петли мы вывязываем 3 лицевых. 1, не скидываем с левой спицы петлю, накид, сюда же вставляем правую спицу, лицевая, скинули и кромочная, изнаночная. То есть сейчас у нас ряд полностью изнаночная. Вот так этот узор выглядит на различных пряжах. Это летняя пряжа вискоза. Такие вот шишечки получаются. Из мохера, на мой взгляд, мне нравится больше всего этот узор. Очень красивый. И вот из полушерсти тоненькая ниточка. Получается вот такие вот тоже объемные элементы. Этот узор двусторонний. Он одинаково выглядит как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Вот, посмотрите, одинаково. Край изделия не заворачивается. Я покажу, как его вязать, чтобы он не заворачивался. И набираем нечетное количество петель. Я наберу 13. Обычным способом набираете петли. 2 уже на спицах и еще все 13 петель я набрала. 2 4 6 8 10 12 13. Достаем одну спицу и вяжем таким образом. Обычно первую петлю всегда снимают. Я всегда первую петлю провязываю для того, чтобы закрепить начало нашего вязания. Провязываю первую петлю, подтягиваю хвостик. Сейчас что мы делаем? Мы делаем накид. Таким образом спицу заводим за нить рабочую, захватываем нить и провязываем первую петлю лицевой. Провязали. Накид. Снова спицу заводим за нить рабочую и провязываем 2 петли, следующие 2 петли изнаночной. Готово. Накид и снова 2 петли вместе изнаночной. Накид и 2 петли изнаночной. Снова накид и 2 петли изнаночной. Накид, 2 петли изнаночной и последнюю мы провязываем лицевой без накида, то есть накид мы не делаем и провязываем последнюю лицевой. Разворачиваем вязание. У нас не будет ни лицевых, ни изнаночных рядов, потому что узор получается одинаковый, что с лицевой стороны, что с изнаночной стороны. Второй ряд, первую петлю мы снимаем, накид, то есть петлю также заводим за рабочую нить, и следующую петлю мы провязываем лицевой. Далее накид. Сейчас мы провязываем 2 петли изнаночной, то есть вот он накид и петля. Провязываем их вместе изнаночной. Накид и снова 2 петли изнаночной. То есть вот он накид предыдущего ряда и провязанная петля предыдущего ряда. Мы их вместе провязываем изнаночной. Накид и снова 2 петли провязываем
изнаночной, накид, 2 петли изнаночной, накид, 2 петли изнаночной. И дошли до конца ряда. Сейчас у нас ряды будут заканчиваться вот таким образом. Мы не делаем накид, то есть вот когда у нас остаются 2 петли на левой спице, накид мы не делаем, заводим спицу слева направо под обе петли и провязываем их лицевой. Провязали второй ряд, разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Первую петлю мы снимаем, делаем накид, следующую петлю мы провязываем лицевой. То есть мы сейчас формируем край изделия для того, чтобы он не заворачивался, для того, чтобы изделие было ровным. Накид, накид, и снова повторяется наш узор. 2 петли изнаночной, накид и 2 петли изнаночной. То есть вот он у нас накид предыдущего ряда и петля провязанная предыдущего ряда. Мы 2 вместе провязываем изнаночной, накид, 2 петли изнаночной, накид, 2 петли изнаночной. Узор на самом деле вяжется очень быстро. И важные моменты, то есть у нас идет начало ряда и конец ряда, где нужно не сбиваться. Мы довязали до конца ряда, у нас осталось 2 петли на левой спице, и мы не делаем накид и провязываем эти 2 петли лицевой вместе. Провязали. Все, уже вырисовывается узор. Делаем накид. Далее мы провязываем петлю лицевой, делаем накид и провязываем 2 петли изнаночной, накид и провязываем 2 петли изнаночной. Отлично этот узор смотрится в летних пряжах. Здесь у меня узор из полухлопка связан. Вот так выглядит этот узор. Узор не косит. Набираю 12 петель обычным способом. Я наберу на 2 спицы, можно также набрать на 1 спицу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на основной узор и 2 петли кромочные. Всего 12 петель. Вяжем подготовительный ряд, его можно не вязать. Обычно ажурные узоры вяжут либо после резинки, либо после, например, платочной вязки. Так край выглядит намного симпатичнее. Провяжем один ряд изнаночной глади. Первую кромочную я всегда в первом ряду провязываю, чтобы стабилизировать край изделия. В остальных случаях кромочную петлю я переснимаю. Вяжу изнаночный ряд, кромочная, изнаночная, из ряда в ряд буду вязать изнаночной петлей. Также кромочную последнюю можно вязать лицевой петлей, но также из ряда в ряд лицевой петлей. Итак, начинаем вязать основной узор. Кромочную мы снимаем, далее делаем накид, вставляем спицу правую в 2 петли за задние стенки, вот таким образом. В 2 петли и вывязываем из 2-3 петли. 1, накид, сюда же вставляем спицу правую и вывязываем еще 1 петлю. Получили вместе с первым накидом 4 петли. Скинули с левой спицы, накид. Снова заводим правую спицу в 2 петли, вот таким образом, за задние стенки. Вывязываем 1 лицевую. Петли у нас находятся на левой спице, накид. Сюда же вставляем правую спицу снова и вывязываем еще 1 лицевую. Скинули,
накид. И повторяем все то же самое. Лицевая, накид, сюда же лицевая, скинули, накид, в 2 петли за задние стенки, вывязываем лицевую, накид, сюда же лицевая, скинули, накид, и в последние 2 петли вывязываем также наш узор кромочная, изнаночной. Вот так. Первый ряд у нас получился узора. Вяжем изнаночный ряд. Кромочную петлю мы снимаем. И сейчас вывязываем изнаночные петли из 2. Вот крайние 2 петли. Изнаночная, из 2 петель изнаночная, из 2 петель изнаночная, из 2 петель. То есть вот здесь как бы петля и накид предыдущего ряда тоже вместе провязываем. Из каждых 2 последующих петель мы вывязываем 1 изнаночную. То есть в первом ряду узора мы добавляли по 2 петли. Сейчас мы их убираем. И кромочная также изнаночная. Далее нам нужно сделать смещение, чтобы у нас узор получился. Делается это таким образом. Кромочная снимается. Первая петля провязывается лицевой. Далее делаем накид. И из 2 следующих петель мы вывязываем снова тот же самый узор. Также за задние стенки вывязываем лицевая, накид, сюда же лицевая, накид. Снова из 2 следующих петель мы вывязываем 3. Лицевая, накид, сюда же вставляем спицу, лицевая, скинули, накид, лицевая, накид, лицевая, скинули, накид, из 2 вывязываем 3. И последняя петля у нас остается, мы ее вяжем также лицевой, скинули и кромочная изнаночной. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд, кромочную снимаем, одиночную изнаночную провязываем просто изнаночной, остальные петли провязываем из 2 1 изнаночную, из 2 петель изнаночная, из 2 следующих изнаночная, то есть опять же из 2 петель делаем 1 изнаночную. Из 2 петель изнаночную. Следующая петля у нас идет одиночная, вот она изнаночная, и кромочная тоже изнаночная. Разворачиваем вязание, и уже наш узор просматривается. Вот такие как бы сердечки, переходящие из одного в другой. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео. Если вы не подписались на канал, не забывайте подписываться. И до встречи в новых видео.